Доброго времени суток. А почему снимаю это интро? Казалось бы, нас меньше 500 человек, но при этом уникальных зрителей за 28 дней последних больше 17 тысяч. И просмотров больше 56 тысяч. О чем это мне говорит? О том, что многие из вас приходят на мой канал впервые. А если вы уже постоянный зритель, вы можете переходить в тайм-коды, вы понимаете, куда вы пришли, просто открывайте уже те тайм-коды, которые вам комфортны, и смотрите выборочно или полностью на ваш выбор. А если вы впервые на канале, и если вы пришли на конкретное название и хотите посмотреть все об этом, что в названии, и думаете, что там будет такая вот точная инструкция, то, пожалуйста, посмотрите это интро, оно точно для вас, чтобы вы не были разочарованы, чтобы вы были в комфорте и чтобы вы понимали, как так получилось, что такое название и такое содержание. А я начну ответ с короткого убеждения, что когда вы смотрите какие-то инструкции, они не особо помогают. Инструкции записывают конкретные люди, которые разбираются в чем-то, у них там другая сборка компьютера, у них другая сборка софта. Вы посмотрите, придете домой, попробуете, у вас ничего не получится, вы расстроитесь. А что делаю я? Полную противоположность инструкции. То есть у меня идет будний веб-код блогера США, где я показываю разработку, как я разрабатываю IT-продукты. И вы смотрите, что у меня где-то что-то получается, что-то не получается, часто не получается, как я решаю эти сложности. И вы формируете уже свою IT-насмотренность, и вы тогда уже начинаете делать самостоятельно, и у вас все получается. Так что я здесь для вас, чтобы у вас получалось создавать ваши IT-продукты более качественно, ну или вообще, чтобы получалось, но желательно более качественно. Я надеюсь, что именно это то, чем может быть полезен мой контент для вас. Итак, мы плавненько подошли к тому, что у меня есть то, чем я живу. Вот я создаю IT-продукты, и я записываю стримы, которые обучают. Я ими делюсь. И после того, как я записал, ну, допустим, там час, 2, 3, 4 часа, бывают у меня такие видео, то там, ну, в часовом видео там 5 каких-то полезных моментов, а в 4-часовом там около 20 полезных моментов. И мне надо выбрать что-то одно или несколько и вынести это на картинку, и вынести это в ограниченный 100 символов названия видео. И я выбираю, стараюсь не какие-то такие вот яркие названия, а фактически, что было сделано, чтобы, ну, как навигация, было понятно, что вы посмотрите и что будет внутри. Полное корректное описание — это в описании самого ролика, то есть там детально описано, что вы узнаете, если посмотрите этот ролик. Ну а вот в картинку выношу то, что посчитал правильным вынести что-то одно из того множества разнообразия полезностей, которые там внутри. Вот, так что если вы пришли на конкретное название, внутри будет и то, что в названии, и много еще дополнительных бонусов. А что я показал, как создаю? Да, то есть можно кликнуть вот сюда вот в плейлисты и глянуть, что приглянется. Среди этого множества плейлистов я выделю несколько, допустим. Вот здесь вот в самом низу находится создание сайта с нуля, допустим. И вот можно просто открыть и вот так вот смотреть с самого начала, как выбирается домен, как привязывается хостинг, как настраивается почта, где хостить бесплатно. Ну, то есть вот, да, это 27 видео, но зато у вас все получится. Это вот там первый плейлист, который есть смысл посмотреть. А здесь
ZAI, Minimax, Paperclip Orchestrator. Это если вы хотите, чтобы вот у вас была единая удобная система управления агентами. Один агент поручал второму, генеральный директор поручает задачу техническому директору, технический директор поручает там разработчику. И вот они между собой общаются и строят для вас продукт. Вот здесь вот показал, как это все настраивать, как запускать, и в том числе очень большую популярность имеет вот этот вот туториал на 4 минуты, где просто можно посмотреть. Кстати, спасибо, да, за спасибо. Спасибо за положительную обратную связь. Мне это очень приятно. Вот, то есть вы просто сбрасываете вот эту вот ссылку, и вы скачиваете, и ваш искусственный интеллект вам помогает все настроить. То есть там примеры документов, что как поднять, какие ошибки. Ну, то есть вот буквально вы бросаете одну ссылку вашему искусственному интеллекту, он все настраивает. Вот, то есть вот такой вот польза, да. Здесь я бы сказал, что роботы-парсеры и автоматизация, я считаю, что это очень полезный навык. Здесь я показываю, как выписывать автоматизацию, которая не завязана на искусственном интеллекте. То есть, грубо говоря, вы можете поручить искусственному интеллекту собрать что-нибудь с сайта, но здесь показана механика, как это все отрабатывает фактически, чтобы можно было построить такой алгоритм, который не использует искусственный интеллект. При помощи искусственного интеллекта написать что-то, что будет для вас бесплатно. Вот давайте можно так простыми словами сказать. И вот здесь вот как раз показано, как это сделать. Отдельный, ну, достаточно короткий, по моим меркам, 7 видео. Что у нас здесь? Создание гибридного Android-приложения. Это вот сейчас я активно занимаюсь этим проектом. И я начал там с самого начала, с открытия аккаунта и регистрации. И сейчас я вот уже нахожусь на том, что у меня идет внутреннее тестирование. И я выкатил вот это количество сборок моего Android-приложения уже в Google Play консоль. И сам их тестирую. И уже, я надеюсь, очень близок к тому, чтобы отправить это все на модерацию в Google. Я надеялся это сделать сегодня, но возникли дополнительные сложности. Надо записать видео, то есть моменты, которые не связаны с кодом, меня сильнее, наверное, останавливают, чем написание и создание кода. И последний по очереди, но не по значению, да, установка и настройка окружения. То есть я показываю, как я настроил все окружение, в котором я работаю. Просто можете зайти туда и посмотреть. Вот, так что такой вот обзор плейлистов, которые я рекомендую, но каждый найдет свое, то есть кому-то, может быть, ближе будет что-то другое. Я предлагаю просто смотреть как сериал, то есть взять какой-то сериал и вот его с первой серии дальше смотреть, чтобы вы были в контексте. Не вклиниваться там в последнюю серию, что вы ничего не поймете, почему там Рауль ненавидит Иглесиаса, да, и все остальное. Также провожу хакатоны. Вот каждый, ну, пока что провожу каждый месяц, дальше посмотрим. Ближайший будет в пятницу. В пятницу 10 числа страны-участники уже новые появились. Тема хакатона
организаторы, судьи, менторы. Что надо, чтобы поучаствовать, то есть шаги там прописаны. Вы получите вот такую вот личную страницу, подтверждающую ваши заслуги, и вот такие вот дипломы, которые можно сосканировать или пройти по ссылке, и вот откроется эта страница, которая для проверки этого диплома. Если говорить о том, как я связан с инвестициями, то можно сказать, что уже сильно меньше с ними связан. Если говорить о том, просто ли я начал веб-кодить или есть у меня технический бэкграунд, то у меня есть технический бэкграунд, но в том числе у меня есть гуманитарное образование, поэтому я стараюсь создавать контент, чтобы он был понятен и непрофессионалам, но я вот наблюдаю, что в том числе меня смотрят профессионалы, и в том числе те, которые иногда даже лучше меня программируют. Мой коммерческий опыт начался в 2018 году, так что я стараюсь показать вам мир технологий и свои архитектурные решения, чтобы вы создавали более качественные IT-продукты ваши и повышали вашу IT-насмотренность. Поэтому я надеюсь, что у вас все будет получаться лучше и лучше с каждым просмотренным видео. Как говорится, можно вечно смотреть на 3 вещи, как горит огонь, как течет вода и как работает другой человек. Приятного вам просмотра. Продолжаем разработку сайта по нашему хакатону. И у нас здесь идет разработка. Изначально он такой сделал и говорит: вот мне там осталось еще столько-то всяких идти дальше. Я такой: перечитай философию, ты ее забыл. Ну и он такой перечитал и сразу погнал дальше. Вот, потому что я не люблю, когда они останавливаются. Уже все согласовали, а техническое задание выдано. Так, это здесь что-то. Да, это билд. Надо будет его переделать. Этого пока что не касаюсь. Я жестко уперся в лимиты. То есть вот буквально у меня 95%. Успею ли я докодить все, что необходимо хотя бы для голосовалки судей? То есть я сейчас переключился из моего любимого режима 4, 5, 6 агентов в такой вот режим, что один есть и хорошо. Пусть он ведет, и я на него не дышу. Просто сделает по порядку все, что он должен. Вот у меня такие сейчас задачи. Поэтому я ему надиктовал кучу всего, что необходимо сделать. Что сейчас делает судья? Для судьи нету сейчас регистрации, я вот ее создаю. Подтягиваю элементы, я говорю, перетяни элементы оттуда. И он все забывает. Тут какой-то глюк, что выбрать файл не работает. Видите? Он где-то вот здесь вот появляется. Какая-то такая менюха. Это в Opera так. В Chrome он работает, но как-то со второго раза. То есть он не сразу работает. Я зашел внутрь кабинета, и тут почему-то какие-то тестовые данные. То есть вот такая вот голосовалка для судьи. Но она вообще какая-то неявная. То есть тут какие-то... DX. Что за DX команда? Разве такая была команда? DX есть такая команда. Так, но их нету среди тех, кто дошел до финальной черты. То есть фактически судьям надо проверять где-то 11 кандидатов, а не 93. Поэтому вот DX, который туда не дошел,
они не подпадают под проверку. Давайте просто глянем даже, что они закодили, может что-то прикольное, может быть им как исключение на... DX, по-моему, у нас кликабельные вот эти вот все штуки. И сейчас на нее перейдем. DX, давайте глянем. Вообще он что-нибудь коммитил тут. 20 коммитов. Так, ну, что-то коммитил. То есть начал 2 дня назад, как только стартовал хакатон. Что-то начал. И час назад опросник. И видео загрузил, да? Интересно, а почему они не определяются? Человек хочет участвовать. То есть у него действующий сайт. А почему его не определяет наш робот? Вот ссылка. Вот МКВ где-то здесь должен валяться, да? Он там валяется? Давайте глянем. Так, ну, в общем, есть ссылка. Давайте ее просто вот так вот обновим. Вот тут вот демо, то есть он в папочку вложил. Ну, аккуратный человек на самом деле. И у него почему-то здесь все горит красным. Слушайте, наверное, надо пройтись по нашим еще этим людям. Он правильно создал название? Давайте просто банальное проверим, может у него что-то там чуть-чуть ошибка в букве, полностью правильно создал. И создал это 11 часов назад. Опросник у него тоже есть. Да, что-то робот как-то что-то не то. Работает ли наш пробегающий робот? Наверное, ради такого я отойду от правила и попрошу мне в мне нужно иметь в кабинете меня как собственника, чтобы я имел возможность вручную проставить, что команда прислала видео и что команда заполнила опросник, и чтобы как автомат это сразу записывалось в базу данных, и чтобы автоматически, если я проставил эти галочки, ну вот как с судьями одобрены и не одобрены, просто галочки, там 2 поля и 2 галочки. И если да, то чтобы это сразу отображалось на карточке команды и автоматически, чтобы команда попадала в ранг тех, ну, у кого судьи проверяют. Но это принципиальный момент. Это что-то на уровне того, что нужно судейскую коллегию организовать, чтобы у них все работало. И в том числе здесь тоже обязательно все. Кстати, да, по-моему, у меня были какие-то лимиты, которые не израсходованы. Вот мне подписчики говорили там,
расходы, $100, и они все равно там типа даются халявные на месяц, и я там использовал только $4.50. И вот у меня получается как раз сейчас могут хорошо помочь эти деньги в загашнике. Кстати, мне обещал Клауд $200, но так и не прислал. И должен был прислать какую-то активационную ссылку. Надо будет как-то им напомнить об этом. Да, ну прямо упираюсь в лимиты. За сегодня это я где-то с 70 вот до 95. Может быть, какие-то тяжелые задачи у меня. Или эффективная загрузка у меня. Даже не знаю, с чем связано, но, в общем, за сегодня улетело как за 2 дня. А мне еще до среды надо дотянуть, а сейчас понедельник. А у меня сейчас закончится. А у меня еще и голосование судей, и оценивание команд. Как бы это все так... Так, что у нас тут с 100% контекста? Близок к коммиту, и контекст у него забьется. И философию надо как-то перечитать, потому что она, по-моему, много контекста кушает. То есть я смотрю, он так прочел все мои файлы, чтобы работать как я доволен, чтобы он работал. И у него где-то 25% всего контекста съелось. Я такой, но зато он делает то, что мне надо. Оставшиеся 75%, но многовато. Но я доволен, в принципе. Так, что он говорит? Это новая фича в кабинете собственника, ручные галочки, видео прислано, опросник заполнен на команду, автосейв в базу данных, отражение на карточке и попадение в пул, что смотрят судьи. Прежде чем строить, разберусь в 3 вещах, где кабинет собственника и какие там уже есть контролы по командам, как сейчас показываются, и не затрет ли ручную отметку робот, что определяет пул, который проверяет судьи. Запускаю карту кода, плюс смотрю сам. Ну, хороший вот этот вопрос, не затрет ли робот. Я об этом сразу не подумал, но он молодец. Пока карта кода строится, что уже вижу по данным, прод 47 команд, опросник заполнен 19 видео, 17 презентуют, обе части 17. Судьи уже есть таблица. Следующая сводная таблица номер 36. Ни о чем не говорит. Ключевой момент, который проверяю в коде сейчас, has questionnaire presentation URL. Ставит робот по файлам в репо каждые 10 минут. Значит, ручную галку он затрет, если файла нет. Поэтому ручной override надо сделать так, чтобы робот его не сломал, убивал. А сейчас останавливаем полностью робота и передаем мне ручное управление. Хакатон уже закончился, так что все хорошо. Передаем ей ручное управление. Ну, иногда, да, чуть-чуть ошибается, но, в принципе, для того, чтобы передать контекст, что я хочу, то это более чем достаточно. Ну, как вы видите, да, у нас ошибка выявлена совершенно случайно. То есть я вот так вот копался, что за название DX, такого не существует. Да? Пошел копаться в командах. С удивлением оказалось, что такая команда есть. И по воронке нашей
Чего я их не нахожу? Как такое может быть? Я их только что видел. DX, окей, DX. И чё не находишь? У него какой-то DX. Может быть, я ввожу в английской раскладке, а он ввел в какой-то не английской раскладке. Да, это, кстати, очень может быть. Вот, DX оказался здесь. И при этом он оказался здесь. То есть made a test push, teams participating. Потом он что-то работал, но он не записал демо, и поэтому он не попал в просмотр судей. Я тыкнул просто из-за странного названия, начал проверять его репозиторий, и там оказалось, что у него есть и ссылка, вовремя загруженная, и опросник. Очень странно. Contributors. Только я. А как могу быть только я контрибутор, если... Интересный баг. Фича. Вот двоечка. Не понимаю. Или он добавился, а потом удалился? Как это вообще было? То есть он добавился, а потом сразу удалился, чтобы не забыть удалиться из ненужного репозитория. Ну может быть так, да? Хорошо. И робот это нам не подхватывает, который ходит каждые 10 минут. Мне как-то непонятен этот Mozilla. Он как-то странно себя ведет. Давайте откроем в Google Chrome. Тут я проверю, допустим, правильно ли название. Вот тут вот он все подтягивает, сразу все в Chrome. Давайте я вам визуализацию включу. Вот. И тут абсолютно правильное название. Тут ссылка есть. Давайте не тут откроем, а в соседней вкладке. Загружается ли видео? Ну окей, мы-то умные, да, мы-то можем зайти в... А где этот демо хранится? Он где работает? Вроде бы main. И мы находимся на мейне. Почему я тут вижу намного больше всего? Так, Энткозо Гем Дламини 2. Почему 2?
тут DX написано. Что-то я путаюсь. У него несколько аккаунтов. Как светло. Я аж ослеп. С моими темными темами. То есть демо хранится у него здесь. Что за искусственный интеллект для прогнозирования оттока клиентов в телекоммуникационной отрасли? Ну то есть в принципе его нам незачем анализировать, потому что он сделал работу не по той тематике. Может, поэтому робот его не обходит. То есть я не заметил, что у него красная карточка вот из-за этого. No project on the theme yet. То есть неправильная тема. То есть нам можно и не реализовывать. Нам можно не реализовывать это. То есть пока что он не работает, это хорошо, пока у нас работает то, что обязательно, посудим. И хорошо бы это все просто сделать, задеплоить. Уже было бы классненько. 96. Ну да, я не буду пускать того. Этот человек у нас не целевой. Но если один раз была ошибка, я думаю, тогда есть смысл проверить всех, кто... Неправильная тема отсеиваем. А те, кто правильная тема, допустим, опросник, кто заполнил. Давайте, кто опросник заполнил, отфильтруем. Ага, тут presented yes, no. Merge PR yes, давайте. По теме нужной да. И presented no. То есть вот кто они. Ну 2 человека, да? Давайте посмотрим, у этого есть сайт. У этого сайта есть. Что он там? Видео планирует или не планирует записать? Видео линк МД есть. Демо-видео. Почему робот его не находит? Как называется файл? Правильно называется файл. Лежит в корне. Допустим, если я скачаю этот файл, четко ссылка. Давайте все-таки эту функцию добавим вот ради этого одного человека. Вот эта девушка, я так понимаю, не справилась с сайтом. То есть не смогла задеплоить. Так, у нее все тоже работает.
Слушайте, очень хорошо, что я начал вместе с вами проверять. Так, опросник у нее есть. Ага, то есть это мой искусственный интеллект вместо нее заполнил. Первое, пятое было у нее заполнено. Второе, третье, четвертое не было заполнено. И видео я здесь не вижу. Хорошо. Тогда... Тогда... Ой, даже не знаю, рискнуть это накатить или не помещусь. Да, помещусь. Этот я доделывать не буду. Это публикация. Так, робот остановлен. Статус робота. Остановил робот. Фича карта готова. План. Кабинет собственника. Добавлю панель команд. Ее сейчас там нет. По строке на команду 2 галочки. Questionnaire filed и video submitted. Автосейв на change. Копирую готовый паттерн из панели наград. Новый endpoint. Update. Карточка Find Team уже читает эти же колонки. Отразится сразу. Робота нет, не собьется. Заодно уберу с блока подпись. Обновляется каждые 10 минут, она теперь врет. Пусть останется, чтобы мы не забыли, как мы строим наш пайплайн в будущем. То есть это нам будет напоминание на следующий хакатон, так что ты это оставь, пусть оно будет. Судейский пул. Сейчас судьи видят все команды с репо. Gate. Меняю на presented 1. В баллон попадают только презентовавшие, как ты просил. Один момент на подтверждение бьет по живому судейству. Сейчас у судей в списке все 34 команды с репо. После правки останутся только presented. Сейчас 17. Кого отметишь вручную плюс. Остальные из ballot пропадут. Это есть твой замысел. Подтверждаешь? Да, там среди presented есть еще одна команда с желтым неясным статусом, то есть соответствуют они или нет, то они тоже в presented попадают, и судьи голосуют по ним. Те, которые красные не по теме, их мы не включаем сюда. Да, я подтверждаю. Как я вот так вот вывел клауды на лимиты? То есть это лимиты самые большие, это лимиты $200 в месяц. У нас свободен GPT-чат, мы можем через GPT-чат общаться. Сколько токенов позволяет клауды бесплатный? Я говорю про клауды Anthropic. Ну да, он понял, о чем я.
Построй вообще прогрессию, то есть сколько бесплатный позволяет, сколько про за $20, сколько там за $100 позволяет, а сколько за $200 позволяет в токенах и в... Ну да, в токенах. Построй мне таблицу, пожалуйста. Тут-то у нас еще есть лимиты за $20 в месяц. Так, вот так вот смещу, чтобы и вам полностью было видно. И мне, чтобы терминал еще тут был виден. С 2 агентов сейчас работаем. Экономим. Что такое экономим? Работаем не 6 агентами, а 2. Базовая free это 1. Pro это 5. Max это 25. Max 20 это 100. Ну, то есть, если вы когда-нибудь сидели на бесплатной версии, то это в 100 раз больше, чем бесплатная версия. И в сколько разделить на 5? В 20 раз. И в 20 раз больше, чем Pro-версия. Ну да, тут же и пишет. Тут 5, а тут 20. Ну да, да, они же как раз меряют на Pro-версию. Да, да. Ну, я, по-моему, упирался один раз, когда оркестратором пользовался, когда у меня сразу работало там 22 агента. Тогда вот я уперся в лимит 200 в месяц. А так у меня такого с тех пор уже больше не было. Ну, справляются, в общем. Можно как-то что-то живем. Хорошо. Ну, фильтрация не супер красивая, но бешено функциональная. То есть я настроил все, что мне надо. Кнопочки красивенькие, тоже нравятся. Вроде бы все активное проверил. И сейчас я, наверное, его оставлю, чтобы он работал. И приду через время. Надеюсь, было полезно, интересно, познавательно. Для меня какие-то моменты были тоже интересными, когда я читаю вот так вот, что делает Cloud Code прямо в терминале, что удаляет, что пишет, как мы общаемся. Это повышает мою IT-насмотренность. Я надеюсь, что это повышает вашу IT-насмотренность, и вы будете создавать более качественные свои IT-продукты. Так что я желаю вам финансового благополучия, создавайте проекты-миллиардники в долларах, пусть у вас все получается, и спасибо за лайки, подписки, и спасибо, что смотрите. Надеюсь, полезно.